Всем привет! Меня зовут Владимир Мельников. Я снимаю видео для своего канала на YouTube, в частности про слесарное дело. Сегодняшняя тема — измерительные инструменты. Прежде чем начать основную часть данного видео, хотелось бы сказать пару слов от себя. Данный раздел интересен тем, что в этом разделе я познакомлю с инструментами, которые, собственно, измеряют заготовки наружные части или внутренние, также глубину. Есть инструменты, которые такие точные, а есть инструменты универсальные и тому подобное. Есть с помощью механики, то есть механического типа, электрического, пневматического и тому подобное. И возникает вопрос, как же все-таки выбрать нужный инструмент. В этом разделе я вас с этим и познакомлю. Итак, начнем. Под измерением понимают сравнение одноименной величины, длину с длиной, в качестве примера, с величиной, применяемой за единицу. По виду измерения измерительные инструменты подразделяются на: пункт 1. Инструменты с непосредственным отсчетом измеряемого размера. К ним относятся штрихованные меры длины и штангели, имеющие шкалы. Пункт 2. Инструменты для измерения методом сравнения называют калибром. Их применяют для проверки диаметров валов и отверстий шлицевых соединений. Пункт 3. Плоско-параллельные концы мер. Пункт 4. Измерительные приборы и аппараты, подразделяющие на механические, оптико-механические, оптические, жидкостные, электрические, пневматические. Между измеряемыми значениями и действительностью существует небольшая разница, называющаяся погрешностью. Тут лично добавить нечего. Инструменты. Из самых широко распространенных это штангель и микрометр. Что такое штангель-циркуль? Штангель-циркуль применяют для измерения наружных, внутренних размеров и глубины. Бывает трех видов. То есть бывает, имеется в виду, может быть один, который замеряет только наружный, бывает другой, который заменяет внутренние размеры, а бывает просто глубиномер. И бывает, скажем так, комбинированный. Но первые три, которые я сказал, я лично не встречал, и они уже просто морально вышли, просто их уже морально не существует. А универсальные остались, и они до сих пор пользуются спросом. И даже больше. Сейчас, насколько я знаю, самые такие ходовые уже комбинированные, плюс с электронным измерением. Такие самые широко распространенные. Продолжим. Штангель-циркуль имеет циркуль, на который нанесены шкала с миллиметровыми делениями. На одном конце штанги имеются неподвижные измерительные губки. При штанге перемещается подвижная рамка с губками, на которой расположена шкала нониусов. Что такое шкала нониусов? Шкала нониусов — это такая же шкала, как и основная, но есть небольшое различие. Например, вы замерили заготовку, неважно чего там, а у вас вышло, скажем так, не прям точно, допустим,
30, ну ладно, там, допустим, не 10 миллиметров, а вышло чуть больше или меньше, вы уже смотрите по шкале Нониусов на эти риски, нет, не риски, метки, правильно говорить, в этом случае метки. Какая из этих меток совпадет с другой меткой, уже на основной шкале. Вот, и ту уже выбираете. У вас, например, по шкале Нониусов совпало с, ну, 5-й меткой, например. И получается, у вас 10 миллиметров, запятая, и там, я не знаю, ну, 5 как уж сотых, нет, 5 десятых, вот правильно говорить, 10,5 миллиметров. Вот. Вот для этого существует шкала Нониусов, то есть она такая более точная. Следующее — это микрометр, служит для измерения наружных размеров. Микрометр имеет скобу с пяткой, внутри которой вернут микрометрический винт на наружной поверхности стебля. Проведена продолженная линия, ниже которой нанесены миллиметровые деления, а выше полуметровые деления. Винт жесткости связан с барабаном, не конечного части барабана. Нанесены шкала Нониуса с 50 делениями. На головке винта имеется трещотка, обеспечивающая постоянное измерение усилия. Прошу прощения, текст для меня маленько сложноватый, не все слова удается выговорить так легко. И вот, собственно, как выглядит штангель-циркуль, уже такой более современный. Как вы видите, им можно замерить внутренние, наружные диаметры и глубину. Также уже здесь нету шкалы Нониусов, но он электронного типа, что, собственно, повышает работоспособность, то есть ускоряет работу. Им очень удобно пользоваться по сравнению с широко распространенным механическим. И второй — это микрометр, тоже электронного типа. Намного лучше, чем механический. Если на механическом вот вы получили размеры, да, вам еще нужно как-то их прочитать, как-то определить ту или иную, тот или иной размер. А на шкале Нониуса вы уже видите окончательные результаты, причем сразу. Вот, собственно, и все. Тема, конечно, такая маленькая, но важная. Что хотелось бы сказать в завершение данной темы? То, что тема очень важная. Самые такие широко распространенные инструменты в этом случае — это штангель-циркуль и микрометр. И если уж приобретать эти инструменты, то я рекомендую электронного типа, потому что они удобные. Конечно, в зависимости от работ нужны соответствующие инструменты, но об этом будем говорить в будущем. А пока это своего рода как основа. Ну, что хотелось бы сказать. Из основного все. Также прошу, не забывайте подписываться на мой канал, ставьте пальцы вверх, пишите комментарии, если есть у кого-то какие-то вопросы, пишите, буду читать.
Также, пожалуйста, не забудьте поставить колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. И добавляйтесь ко мне в различные соцсети. Я лично буду этому очень рад. Ну а на этом все. Всем спасибо и до новых встреч.